Почтенная британская Остинская компания. С трепетом душевным берусь я за освещение этой темы. Вы знаете, как долго я тянула, и на это есть причина. Британское покорение Индии до сих пор является чрезвычайно горячей темой, вокруг которой не прекращаются споры как среди любителей истории, так и профессионалов. Это настолько объемный и сложный вопрос, что написать по нему одну авторитетную книгу просто невозможно. Кроме того, до сих пор наследие тех лет живо в эмоциональной памяти людей, что тоже не облегчает научные исследования. Современные индийцы до сих пор не любят англичан. У них это уже в генах. Я знакома с канадцами индийского происхождения, которые в Индии ни разу не были. И тем не менее, они как выпьют, так начинают проклинать Англию, которая им лично ничего плохого не сделала. Но это уже часть их национальной идентичности. Но даже если не обращать внимания на эмоции, все это, строго говоря, исторический парадокс. Мы говорим о завоевании Индии Англией, в то время как не британское правительство захватило Индию, а частная компания со штаб-квартирой в одном маленьком офисе в Лондоне шириной в 5 окон, где работало 35 постоянных сотрудников. Никакой современной корпорации не удалось даже близко подойти к такому уровню организации и политического влияния. При этом, когда британцы впервые высадились на пляже Гуджарата, Индия была мощнейшей мировой империей, стоявшей впереди планеты всей в техническом и экономическом смысле. И через 200 лет это была страна третьего мира, управляемая из-за океана. Как это могло случиться? Сегодня я начну рассказ о том, как акционерное общество с ограниченной ответственностью совершило рейдерский захват целого субконтинента. В полчаса я не уложусь, это будет многосерийный выпуск. Я не уверена, что это хорошо и полезно для развития моего канала, но назвался «Груздем полезай в кузов». Вы сказали «делай несколько выпусков», я уступаю воле народа. При этом это все еще только вводная лекция, ни в коей мере не претендующая на подробное и полное освещение вопроса. Я также настоятельно рекомендую вам для начала посмотреть или пересмотреть мое видео о московской компании купцов-авантюристов, где подробно объясняются некоторые важные вещи, которые дадут контекст для сегодняшней темы, и на которых сегодня я останавливаться не буду. Введение и так уже затянулось, поэтому отправляемся сразу в 1599 год. Эпоха великих географических открытий была не только очень рискованным, но и чрезвычайно дорогостоящим мероприятием для европейских стран. Открытие новых земель, захват колоний и организация трансатлантической торговли были, строго говоря, не по карману почти никакой стране Европы. Отправиться в XVI веке в Индию было примерно как сейчас отправиться на Марс. Поэтому правительства начали охотно предоставлять частным лицам право самоорганизовываться и на свои деньги отправляться на поиски новых земель и торговых возможностей. На смену средневековым гильдиям приходят принципиально новые корпоративные организации – акционерные общества. Передовиками в этом деле были, конечно, голландцы. Они начали организовывать большие акционерные компании еще в середине XVI века. Это было принципиально очень демократическое начинание, презирающее сословные границы. Единственным критерием для вступления в общество было наличие денег. Все желающие люди со свободными деньгами могли скинуться и купить на общие средства корабль, оснастить его пушками от пиратов, загрузить товаром и отправить торговать за море. Если повезет, то через год-другой корабль вернется, нагруженный пряностями, шелком, драгоценными камнями и жемчугом. Продав все это на европейском рынке, компания делила полученный барыш между вкладчиками согласно размеру их первоначального вклада. И таким образом крошечные Нидерланды, не имевшие никаких видимых невооруженным взглядом природных ресурсов, быстро стали сильнейшей коммерческой силой мира.
И в конце XVI века они послали делегацию к соседям-англичанам спросить, не продадут ли они им сколько-нибудь кораблей, а то у них самих уже не хватает судов возить из-за моря специи. Последняя экспедиция голландской Ост-Индской компании привезла из Индонезии и с Явы 800 тонн перца, 200 тонн гвоздики и сделала акционерам 400% дивидендов. Англия тогда была не великой империей, над которой не заходит солнце, а дикими задворками Европы. Строго говоря, корабли ей самой были не нужны. Она не могла соревноваться ни в Америке с испанцами, ни на Востоке с голландцами и португальцами. Ее участие в эпохе великих географических открытий преимущественно заключалось в пиратстве. Но все равно было обидно и жалко кораблей. И сэр Томас Смайт, лондонский администратор и бизнесмен, собрал сотню богатейших купцов и энергично сагитировал их скинуться и начать собственную кампанию по торговле в Ост-Индии. Потому что завидно и тоже хочется перца. Они обращаются к уже немолодой королеве Елизавете I с прошением, и в самый последний день 1600 года королева предоставляет им хартию на исключительные права на торговлю с большим куском земного шара, простирающимся от мыса Доброй Надежды в Африке до мыса Горн в Южной Америке через Индию и Индокитай. Эта хартия давала компании впечатляющие права. Не только монополию торговать чуть не со всей Азией, но и печатать монету, строить укрепления, нанимать армию, основывать колонии и воевать с местными. Сейчас кажется дикостью, что торговая компания получает от правительства право иметь собственную армию и вести войны за рубежом. Но на тот момент это было, в общем-то, нормально для подобных организаций. Нидерландская Ост-Индская компания, те, что приходили за кораблями, имела подобные права, гарантированные им их правительством. Мы еще увидим, к чему привело продлевание этих средневековых норм в новое время. Старт деятельности новой британской Ост-Индской компании, которую я отныне буду называть просто «компания» для краткости, был более чем позорным. Начали они с того, что их корабли 2 месяца не могли отплыть из-за противного ветра. А когда они, наконец, отплыли и с большими проблемами, обогнув Африку, добрались, наконец-то, до Индонезии, англичане быстро почувствовали, что им там уже ничего не светит, потому что все было схвачено до них. Португальцы и голландцы, прибывшие в эти края за 100 лет до этого, успели надежно окопаться на островах пряностей, поставили укрепленные фактории, остроги и сговорились с местным начальством. Помаявшись некоторое время на торговом рынке специй, компания не получила больших доходов, но получила бесценный местный опыт и знания. В частности, знание, что индийские ткани ценятся на местном рынке выше серебряных слитков и гораздо выше английской шерсти, которой англичане очень гордились, и притащили ее в тропики продавать. Угадайте, с каким успехом. И начиная уже с 1608 года, компания начинает смещать свои интересы с островов пряностей на полуостров Индостан. И они просят родного короля открыть дипломатическое представительство Великобритании в державе великих моголов. Единственным положительным моментом для англичан в попытке торговать с Индией вместо Индонезии было то, что другие европейцы тогда еще не установили большое присутствие на субконтиненте, так что конкуренции у них практически не было. Все остальные моменты были отрицательные. Потому что быстро выяснилось, что европейцы не торгуют в засос с Индией по причине того, что Индия в этой торговле совершенно не заинтересована. В начале 17 века Индия была процветающей могущественной державой с населением в 180 миллионов человек. Это 20% всего населения мира, производящая четверть мирового валового продукта и управляемая великими моголами, одними из самых просвещенных и либеральных государей в мире. Великие моголы или бабуриды не были монголами в современном смысле слова. Это название им дали европейцы, по ошибке принявшие их за монголов.
Династия была начата падишахом Бабуром, которого родственники вытеснили из плодородных долин Ферганы за горы на юг, в Индостан. Это случилось еще в начале XVI века, а когда через 100 лет англичане впервые высадились на западном побережье Индии, правнук Бабура, великий могол Джахангир, назывался правителем мира, правил большей частью субконтинента, а на севере его владения охватывали современные Пакистан и Бангладеш и часть Афганистана. Население его империи почти в 35 раз превосходило население Британии, а ее площадь была больше почти в 15 раз. Его 4-миллионная армия была вооружена по последнему слову техники, плюс боевые слоны. Несмотря на то, что шах был мусульманином, он не притеснял подданных индусов и умудрялся успешно и мирно управлять огромной территорией с исключительно этнически и культурно разнообразным населением. В «Потерянном рае» Мильтона великие города в Индии Джахангира изображены как чудеса божественного замысла. Это не было преувеличением. Агра с населением около 700 тысяч человек затмевала все города Европы, в то время как Лахор был больше, чем Лондон, Париж, Лиссабон, Мадрид и Рим вместе взятые. Это была очень цивилизованная страна, по богатству с которой мог соперничать только Мингский Китай, другая супердержава того времени. Для сравнения, в Великобритании на тот момент жило около 5 миллионов человек, и она вносила менее 2% в мировой валовый продукт. А Остинская компания была еще настолько мала, что все еще работала из дома своего начальника, имея постоянный штат всего в 6 человек. С точки зрения индийцев, англичане, высадившиеся на их побережье, были смешной кучкой оборванцев, и шах некоторое время заигрывал с проектом по воспитанию и очеловечиванию этого, как он выразился, сборища дикарей. К официальной английской делегации, явившейся к нему на поклон, шах Джахангир отнесся соответственно. Вежливо расспросил их об их обычаях, женщинах и климате их родного острова, посочувствовал и объяснил, что никакие английские, с позволения сказать, товары его не интересуют, и если иностранцы хотят купить его прекрасные шелк и хлопок, драгоценные камни и жемчуг, перец и корицу, то платить им придется золотом. Ни о каком бартере речи быть не может. Только в 1618 году, после 3 лет уговоров, компания получила право от шаха поставить факторию в Сурате. И султан Джахангир пишет королю Якову I дружеское письмо с обещанием предоставить английским купцам полную свободу торговать на своих побережьях. Одновременно англичанам удалось уговорить начальника независимого султаната Голконда, и на юге Индостана, в Масулипатаме, тоже появилась английская фактория для торговли тканями, драгоценностями и селитрой. Сурат продавал набивные ситцы и ковры. Бенгалия была родиной муслина и шелка. Именно торговля тканями спасла Остинскую компанию от финансового краха в первые годы. Остинская компания привезла в Европу новые товары и моду, и ввоз дешевого ситца из Индии в Англию был настолько успешен, что нанес ущерб британской шерстяной промышленности. В 1667 году предельщики, красильщики и ткачи осадили лондонское представительство компании, протестуя против ввоза индийского хлопка, угрожающего их индустрии. Но, несмотря на это, индийские ткани становятся ужасно популярны как в Британии, так и по всей Европе. Впоследствии, благодаря промышленной революции, конъюнктура так изменится, что Англия начнет экспортировать дешевые ситцы, изготовленные на ланкаширских фабриках из индийского хлопка-сырца, назад в Индию и губить тамошнее текстильное производство. Но я забегаю вперед, вернемся в 17 век. Между тем, на островах пряностей португальцы были практически вытеснены голландцами. Очередной король Англии Яков I и Нидерландские генеральные штаты, заинтересованные в мире между двумя странами, заставили свои 2 Остинские компании заключить в 1619 году договор о сотрудничестве.
по которому рынок специй был разделен, и купцы теперь должны были мирно пользоваться факториями друг друга. Но мирного сосуществования добиться не удалось. Эскалация напряженности вылилась в инцидент в фактории Амбон в 1623 году. Это совершенно дикое событие, когда два японских ронина, служившие наемниками у голландских купцов в Индонезии, я не шучу, были заподозрены в шпионаже в пользу Британии, после чего весь британский персонал фактории Амбон был арестован и подвергнут, как выразились голландцы, нормальному допросу, включавшему пытки водой, огнем и на дыбе, а также некоторым вследствие допроса оторвало конечности порохом. В результате многие сознались, видимо, во всем, в чем их обвиняли, и 10 англичан, 9 японцев и 1 португалец были казнены, а голова представителя британской Остинской компании, капитана Тауэрсона, была наколота на шест и выставлена для всеобщего обозрения. После этого англичане решили: черт с ними, с этими психическими, пускай забирают себе острова пряностей, мы займемся Индией. В следующие десятилетия Британия постепенно сворачивает свою деятельность в Индонезии и переключается на материк. В 1667 году, после очередной англо-голландской войны, Британия обменяет свое последнее владение на островах пряностей – остров мускатного ореха Полоран, на никчемный холмистый остров у восточного берега Северной Америки под названием Новый Амстердам, который мы сейчас знаем как Манхэттен. Между тем, дипломатические усилия англичан при дворе великих моголов начинают давать плоды. В 1628 компания основывает факторию Мадрас на восточном побережье Индостана. И он превращается в цветущий город с населением в 40 тысяч человек, с гарнизоном и собственным монетным двором, печатавшим золотую монету с пагодами. Компания, чьи доходы растут на глазах, везет в Европу хлопчатобумажные ткани, так и называвшиеся в Европе мадрас, а также краситель для них – индиго, и неожиданную, менее гламурную, но очень выгодную замену перцу – селитру. Селитра – одна из основных компонентов пороха, и в мире, где не прекращались войны, селитра была в большом спросе. Компания сделает хорошие деньги на индийской селитре. В 1661 году очередной английский король Карл II получил с приданым португальской принцессы порт Бомбей. Король был уверен, что это где-то в Бразилии, и с легкой душой отдал его компании. Но это был островной порт у западного побережья Индии. И когда англичане прибыли туда, жившие в Бомбее португальцы даже не были в курсе, что форт надо сдать. После стычки, уничтожившей 3/4 британской делегации, Бомбей не просто перешел в руки компании, но и стал ее основным портом и базой для его флота. Калькутта, фактория, основанная компанией на месте рыбацкой деревни на северо-востоке Индостана, в Бенгалии, станет третьим после Мадраса и Бомбея великим городом-фортом и английской базой в Индостане. Оттуда компания начнет вылазки в Китай. Еще в 1664-м она впервые забросила на родной рынок 100 фунтов нового модного зелья – чая. Напоминаю, что чай тогда был весь из Китая, в Индии чай еще не растет. И чай начал продаваться в Англии очень хорошо. Теперь через базу в Калькутте компания может начать планомерную разработку китайского рынка, включающего помимо чая фарфор и шелк. За 100 лет экспорт одного только чая достигнет нескольких тысяч тонн. Как же, спросите вы, компания умудрилась получить военное доминирование над империей великих моголов? Но это случилось постепенно. И первые попытки ввязаться в вооруженный конфликт с местными приводили к ужасающим катастрофам. В 1686 году англичане осмелели настолько, что они начнут первую войну против империи великих моголов. Ее еще называют войной Чайлда по имени тогдашнего президента компании Джосайи Чайлда. Все началось с того, что очередной великий могол решил, что пришло время повысить налоги, которые платили ему английские негацианты. Справедливости ради нужно сказать, что этот налог не пересматривался 70 лет, и компания, какой она
стала в 1682 году, была уже не тем же самым, чем она была в 1612, и могла бы позволить себе отстегивать больше. Сэр Чайлд, в Индии никогда не бывавший, возмутился и решил показать этим дикарям, где раки зимуют, пожаловался королю, и Яков II послал в Индию 12 боевых кораблей, которые попытались начать блокаду субконтинента, начали бомбить прибрежные города и захватывать паломников, направлявшихся в Мекку. Когда тогдашний падишах Аурангзеб пришел в себя от этой наглости, он, естественно, издал приказ об оккупации владений Остинской компании на своих территориях и конфискации их имущества. А сильный флот под командованием Сиди Якуба заблокировал форт Бомбей. Блокада Бомбея продолжалась 1,5 года, в течение которых гарнизоны жителей намучились на славу. Многие историки считают, что индийские войска могли легко захватить форт, но нарочно предпочли долгую осаду, чтобы помучить и наказать англичан. Когда компания наконец сдалась и отправила послов ко двору Аурангзеба с просьбой о помиловании и возобновлении торговых привилегий, посланники компании должны были пасть ниц перед падишахом, заплатить штраф в размере 1,5 миллиона рупий и пообещать в будущем вести себя прилично. Аурангзеб милостливо их простил, о чем он вскоре горько пожалеет. 1695 год чуть было не стал последним годом пребывания британцев в Индии, благодаря английскому пирату Генри Эйвери по прозвищу Долговязый Бен. Он никак не был связан с компанией, он был сам по себе бандит, который за год до этого возглавил мятеж на торговом судне, где он служил старшим помощником, отбил корабль и ушел в пираты. Так вот, этот Эйвери умудрился захватить в Индийском океане кортеж кораблей семьи великого могола, возвращавшийся из паломничества в Мекку. Мало того, что корабли были разграблены, и, по слухам, с них сняли умопомрачительную сумму в деньгах и драгоценностях, и каждый из выживших матросов Долговязого Бена получил по 1000 фунтов и по горсти драгоценных камней, пираты также зверски расправились с пленниками, среди которых были родственницы падишаха. Они несколько дней пытали, мучили и насиловали людей, после чего, сняв с кораблей все ценности, бросили выживших на произвол судьбы. И оставшиеся на плаву корабли смогли добраться до Индии. Так что свидетелей этому возмутительному происшествию было предостаточно. Аурангзеб был вне себя и велел немедленно закрыть все английские фактории на его территориях. И когда я говорю «закрыть», я имею в виду взять штурмом и перерезать всех находившихся внутри. Он фактически прервал торговлю Великобритании в Индии до тех пор, пока ему не принесут голову Эйвери на золотом блюде. Англия была очень мотивирована, немедленно объявила Эйвери врагом народа, и за его голову была назначена сумма в 500 фунтов стерлингов. Развернулась первая в мире международная охота за преступником, которая продолжалась 10 лет, но Эйвери так и не был пойман. Никто не знает, куда скрылся Долговязый Бен. Это одна из классических загадок истории. Но несмотря на все эти неприятности, компании удавалось в свободное от штурмов и казней время делать огромные деньги на торговле экзотическими товарами. Акционеры получали громадные дивиденды, служащие, те, кому удавалось выжить, возвращались из Индии в Англию, чтобы купить там поместья. Капитаны, уходя на пенсию, продавали свои должности преемникам за 500 фунтов стерлингов. Гигантская сумма, на которую, тем не менее, смотрели как на разумную инвестицию. Компания была так могущественна, что начала покупать членов британского парламента, добиваясь влияния на принятие законов. И смерть Аурангзеба в 1707 году откроет для компании новые горизонты. Аурангзеб, кстати, отнюдь не был душкой и либеральным интеллигентом, как его отец и деды. Говорят, его не любил отец, и в пику ему Аурангзеб вырос нетерпимым мусульманским фундаменталистом. И он быстро покончил с религиозной терпимостью в стране и прочей ерундой. Он ввел в империи законы шариата, запретил алкоголь, репрессировал индуистских и сикхских духовных лидеров. Он был в значительной мере ответственен за
то болезненное религиозное противостояние в Индии, которое продолжается по сей день. Аурангзеб перессорился с независимыми царствами, потерял сторонников и порядком истощил казну, ведя внутренние войны. Неприятный был человек и опасный противник. В конце его правления империя великих моголов достигнет своей максимальной величины, чтобы начать неудержимо распадаться, как только тигриная хватка падишаха ослабеет. И Остинская компания воспользуется слабостью бывшей могущественной империи на полную. При череде наследников Аурангзеба навабы, губернаторы областей, начинают наглеть, и отдельные территории Индийской империи получают большую самостоятельность и начинают воевать друг с другом. И компания начинает прибирать к рукам политическую власть, входя в стратегические союзы с одними местными правителями против других. XVIII век станет золотым веком британской Остинской компании. Но об этом в следующем выпуске. А на сегодня у меня все. Спасибо вам за внимание. Напишите внизу, вы предпочитаете, чтобы я подряд рассказывала об Остинской компании или перемежала другими темами. Всего вам доброго. До свидания.